день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я хочу с вами разобрать мотив кофты, который вы видели в первых видеокадрах. Мне нашлась вот схема, она как бы и похожа, и не похожа. Да? Если мы присмотримся к самому изделию, то больше, мне кажется, похоже на то, что я вот сделала. Но в принципе, как таковой, можно применить и ту схему, которую я вот вам показывала и показываю сейчас. Что мне пришло, какая пришла идея? Что вот эту часть внутреннюю мы можем не обязательно вязать, мы можем ее сделать из какой-то ткани, да? Эту ткань потом обвязать и вывязывать цветы на ней. Но можно и связать. Но как связать? Поэтому сейчас я хочу с вами вот поговорить на эту тему. Насколько я посчитала, то каждый лепесток занимает 3 петли. У нас здесь с вами, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Правильно помню, 12 лепестков. То есть 3 на 12 мы понимаем, сколько у нас получается. Да? 12 умножить на 3. Это 36 петель у нас должно быть по кругу, для того, чтобы получить 12 вот таких вот лепестков цветка. Значит, нам нужно или же взять, рассчитать по диаметру, какой должен быть длина круга, или же взять пряжу и рассчитать. То есть для этого в итоге у нас должно быть 36 петель. Что я предлагаю? То есть первый у нас будет 9, да, затем мы будем, принцип вязания, вы, наверное, понимаете, что первый ряд мы вяжем с вами 9 столбиков без накида. Во втором ряду мы будем с вами вязать в каждой петле, то есть 9 плюс 9 будет 18. Следующий ряд у нас будет, мы будем вязать не в каждом ряду, не в каждом, как во втором, а в третьем мы будем вязать через один столбик, 2 связали, столбик, 2. То есть опять-таки мы 18 прибавляем 9, у нас получается 27. Опять мы должны с вами следующий ряд, следующий там, где у нас 27, мы должны с вами вязать вот так вот, здесь мы должны вязать 2 столбика, в следующем вяжем 2 одинарных, 1 двойной. 2 провязали, потом двойной. Мы опять к 27 прибавляем 9, и у нас с вами получается 36 петель. Вот так я предлагаю вам связать, допустим, центр, если не хотите брать, допустим, ткань. И когда мы с вами свяжем вот этот центр, на основании его, потом мы провязываем 36 столбиков без накида для другого цвета и будем вывязывать лепестки. Ну, это такие мои рассуждения. Не знаю, как вы это воспримете. Возможно, у кого-то будут свои другие идеи. Итак, смотрите. Я взяла первая воздушная петля и 1, 2, 3, 4 или, скорее всего, 4, чтобы он был более плотным. Мы замыкаем в колечко, хвостик вдоль, воздушная петля, на нее мы можем с вами прицепить маркер, чтобы мы знали, где заканчивается, и вяжем 9 столбиков без накида, именно в это колечко. Я получила 9 столбиков без накида. Вот это у меня была воздушная петля, которая подъема, и вот он наш первый столбик. Я в него вяжу соединительный, ряд закончился. И в следующий столбик, это как бы второй, я начинаю вязать по 2 столбика. Пряжа темная, понимаю, что может быть нехорошо видно, но хотелось бы сохранить цветность изделия, поэтому работаем так, тем более, что я рассказала принцип вязания самого круга. Вы поняли, что в каждую петлю заходим и вяжем по 2 столбика без накида. Вот смотрите,
Здесь сейчас у меня 16 столбиков, нам нужно 18. Вот это у меня была соединительная петля, поэтому мы в нее заходим, вяжем 17, 18. И я соединяюсь со следующим столбиком соединительным. А в следующем мы уже с вами вяжем столбик без накида, а во второй 2 столбика. Столбик без накида 1, следующую петлю 2 столбика. И мы продолжаем считать и должны понять, что вот здесь мы с вами должны закончить 2 последних, и должно быть вот здесь на вот этой петле, какая она там у нас получится, мы должны закончить, и то есть 2 будет, это 27 столбиков. Итак, смотрите, я вот дошла, вот у нас была первая петля, я связала, здесь у меня получается 25, ну и вот в эту точку 25, 26 и 27. Мы опять с вами переходим на следующий круг соединительной петлей, и в следующую петельку я вяжу 1 столбик, 1, второй, а в третий вяжем 2. Вот именно в это третий 2. И опять 1, 1 и 2. Таким образом мы с вами выходим на 36 столбиков без накида. Мы выходим на вот этот круг, который нам нужен для следующего, ну, для мотива. Получили мы с вами 36 воздушных столбиков без накида. И теперь вот последний столбик я вяжу как бы соединительным. Вот эту синюю нитку мы с вами можем уже отрезать, она нам не нужна. И будем по кругу, при этом можно ввязать наши хвосты. Должны связать 36 столбиков. Вот так вот, заходя в каждую петельку. Считайте, если, допустим, там вы где-то ошиблись, ну, провяжите тогда в одну петлю 2 петли, 2 столбика, для того, чтобы все-таки выйти на 36, и затем будем вязать уже сам цветок. Обошли мы с вами по кругу, вяжем соединительную. И вот с этой точки мы с вами начнем вывязывать наши лепестки. Я сделаю воздушная петля. Можно вернуться в эту же, сделать столбик без накида. Затем мы с вами перешли во второй столбик, сделали столбик без накида. И в третий столбик сошли, сделали столбик без накида. Теперь 1, 2, 3. Повернула вязание, накид, захожу во второй столбик, столбик с одним накидом. И в третий столбик, столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, повернула вязание, в первый столбик делаю столбик без накида, во второй столбик делаем столбик без накида, и в третий делаем столбик без накида. 2 воздушных я делаю, чтобы оно сильно не отставало. Ну, давайте сделаем 3, посмотрим. Это у нас первый столбик, накид, захожу во второй столбик с одним накидом, накид, заходим в третий столбик с одним накидом. У нас 2 ряда, столбики с одним накидом и 2 столбика без накида. Одна воздушная, повернула вязание, столбик без накида 1, столбик без накида 2 и столбик без накида 3. Ну, в принципе, нормально получается. Значит, 1, 2, 3. Вот этим количеством вы можете регулировать, сколько вам нужно рядов, какая должна быть величина вашего цветка. 3 столбика есть. Теперь вот столбик с одним накидом второй и столбик с одним накидом третий. Так, теперь одна воздушная петелька, повернула вязание. И столбик без накида 1,
столбик без накида 2 и столбик без накида 3. И вот смотрите, мы сейчас с вами находимся на лицевой стороне, то есть мы движемся вот сюда. Если мы сейчас сделаем еще один столбик, допустим, с одним накидом, то тогда вернуться нам нужно сделать столбик без накида, потому что нам с вами нужно вернуться на круг. У меня получилось 3 ряда столбики с одним накидом и 3 ряда столбики без накида. И теперь соединительными петельками по краю вот этого лепестка мы с вами опускаемся к нашему синему кругу. Так мы будем делать с каждым лепестком. Вот так. Смотрите. Прошли. Смотрите, мы с вами постепенно дошли до края. Вот в этот столбик, который у нас был на кругу, я сделаю соединительную петельку и столбиком без накида перейду, ну, если считать по кругу, то это в 4-й столбик без накида 1, в 5-й и 6-й. Далее опять 1, 2, 3, повернули вязание, накид, и мы с вами будем вязать такой же лепесток с таким же количеством рядов. Точно так же будем опускаться. Нужно опускаться желательно в каждую петельку. У меня, видите, немножко стянулось, поэтому вы собирайте аккуратненько. И таких у нас лепестков, как мы говорили, должно быть 12. И затем, после того, как довяжем вот эти лепестки, мы с вами поговорим уже о завершении этого мотива. Итак, смотрите, мы обошли с вами и связали вот все наши 12 лепестков, таких, как нам нужно было. Теперь мы связали вот последний лепесток и завершили вязание столбиками без накида. Что дальше? Вот в этом мотиве я вязала здесь по 5 воздушных. Но мне как-то показалось, что маловато. Поэтому давайте сделаем 6 или 7. 1, 2, давайте 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прямо вот после последнего столбика связали 7. Зашли в первый столбик с другого уже лепестка. Связали столбик без накида. И теперь 1, 2, 3. Накид. Я захожу, смотрите, то есть вот с этой точки мы с вами вязали первый как бы столбик. Теперь во второй зашли второй столбик. Даже, наверное, сделаем накид. И с того столбика в первый прямо столбик зашла и связала столбик без накида. Во второй зашла, связала столбик без накида. И в третий связала столбик без накида. Мы теперь их всех соединили, закрепили. И 1, 2, 3 вяжем в последний столбик без накида. Вот у нас с вами как бы получился вот такой край нашего лепестка. Теперь опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида в первый следующего лепестка. И мы с вами вяжем. Или же мы можем с вами сделать вот как. То есть вот здесь вот 3, накид. Центральный мы с вами связали столбик. Но тут как бы все равно, понимаете, вот столбик в третий столбик соединили и 1, 2, 3 опустились сюда в последний столбик без накида, зашли и связали. Да что ж такое? Столбик без накида. Ну, насколько так или так, смотрите, то есть у нас получается или 2 столбика по центру и по 3 воздушных подъема, и 3 воздушных мы опускаемся, или же 3 столбика. И опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять вот эти вот между лепестками, наверное, тоже нужно отрегулировать.
Ну, давайте довяжем, посмотрим. Дальше мы опять будем здесь вязать. Вполне возможно, что 7 будет лучше смотреться, чем в этом 5. Итак, мы с вами обошли по кругу, получили вот эти арки по 7. И последний лепесток, как мы завершаем. Мы должны с вами оказаться в вершине нашего лепестка. Я связала, смотрите, 3 воздушных подъема, потом 1, 2, 3. Если мне нужно, если мы с вами вязали 4, значит я могу дойти еще в 1. Если 3, значит 3 оставляем. Если же 4, значит мы все 4 соединили и закрепили. Таким образом мы с вами оказались как бы в вершине лепестка. И с этой точки можем начинать. Или же нам нужно оказаться здесь. Мы можем, если вам не понравился такой вариант, мы можем сделать иначе. Вот первый столбик, вот он, второй столбик, да, второй, третий, вот он, четвертый, соединили, и теперь 1, 2, 3, столбик без накида. То есть мы с вами полностью завершили, так как и все остальные. У нас здесь с вами 7 столбиков, вернее воздушных, 1, вот 2, 3, и в 4-ю петлю мы с вами можем дойти соединительными столбиками. Вот 2 варианта, как мы можем с вами завершить этот ряд. И далее мы с вами движемся. И уже этот ряд у нас будет соединение. Соединение будет проходить, если мы присмотримся к готовому изделию, то есть по 3 вот лепесткам. Видите, как бы 4 стороны. 1, 2, 3 и 4. То есть даже по большому счету мы можем с вами сделать, если здесь углы, сделать еще квадрат. Можно так. Или же соединение по вот этим вот 3. Этот у меня немножко меньше, если вы видите, да, потому что здесь я вязала в одну эту нитку, а здесь у меня в 2. Мне показалось очень так жиденько. А здесь получилось очень толсто. То есть нужно подбирать нитку. Поэтому здесь у меня были по 5 воздушных. Можем сделать по 5 и можем опять-таки сделать по 7. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Идем в вершинку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в 4-ю петлю столбик без накида. И надеюсь, вы понимаете, что вот сейчас 1, 2, 3. Мы с вами связали 3 петли, да, а у нас с вами 5. Но мы можем с вами подумать, как соединить. Вот, видите, вот лепесток. Вот мы можем с вами взять вот эту арку. Опять-таки в 3-ю петлю я не буду, потому что у меня здесь толще нитка. 3, 4, 5. Да, мы идем вот сюда. Соединились. Теперь опять 1, 2, 3. Вот наша следующая арка. Мы ее зашли, протянули. 4, 5. Опустились сюда. И опять 1, 2, 3. Идем под следующую арку. 4, 5. Идем в вершинку столбика. Вот. Мы с вами как бы поучаствовали. Видите, вот еще у нас напрашивается одно соединение, 3. 1, 2, 3. И вот мы опять под эту арку. 4, 5. Идем под арочку. Да? И если присмотримся, то есть вот оно гармонично соединяется. А следующие мотивы мы опять-таки соединим вот с этим и с этим. Здесь у нас по центру будет большое такое отверстие. Это видно на самой кофте. Хотя его тоже, может быть, можно будет заполнить по вашему желанию. Может быть, маленькие кружки тоже оформить. Ну, а в принципе мы с вами разобрали, что мотив мы с вами вяжем, вот как арочка идет из 5, она движется сначала в вершину, потом под арку. И при этом мы с вами соединяемся.
Вот такой как бы 3, 4, 5, да, в четвертую петлю, но я вяжу подарку. И мы с вами идем. Вот эти вот 7 воздушных, мне кажется, в нижнем ряду очень лучше смотрится, чем 5. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать, рассказать. На этом моменте прощаюсь. Понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч.